Ну, наша община одна из самых динамичных, развивающихся общин в Украине. То есть у нас есть вся еврейская инфраструктура, все, что нужно. Это и школа, и детский садик, ну и синагога, конечно же. Постоянно проводятся молитвы, постоянно отмечаются праздники. И, в общем-то, новая история, которая началась 30 лет назад с приездом нашего главного раввина Мойши Московича, очень богата событиями, и действительно удалось очень многое сделать. Возродить полностью еврейскую жизнь в Харькове. Ну, понимаете, председатель общины, функции самые разнообразные. Это и общение с властями, то есть я как представлял общину во всех инстанциях, оформление приглашений для иностранцев, которые приезжали к нам. Все, ну, вся деятельность так или иначе проходила через меня. Вот. Кроме того, я уже сколько, больше 25 лет, я редактор нашей газеты «Еула». Хорошая газета, которая пользуется большой популярностью и не только в Харькове, но и по всему миру у нас есть читатели, есть подписчики. Наш главный раввин вернулся в Харьков, Мгм. несмотря на такую опасную ситуацию, приехал со всей своей семьей. Были, ну, Рожа Шана, конечно, отметили все как положено. Очень большая гуманитарная помощь, которую раздавали не только евреям, там буквально сотни подарочных наборов, но и помогаем всем жителям Харькова, всем жителям Харьковской области, и всюду развозим продукты. И все, То есть молитвы в синагоге не прекращались ни на один день. Даже когда раввин был в отъезде, все равно все проводили, все службы шли регулярно, как в хорошее время. Да, под да. бомбежками. Те, кто мог, многие были нашли свое прибежище в синагоге, потому что М. по городу было ходить опасно. И есть люди, которые могли читать, вести молитвы. Так что, когда только начали, когда в синагогу приходили люди, которые искали какой-то, в прямом смысле, как бомбоубежище, потому что все станции метро в Харькове были заполнены людьми, которые скрывались от обстрелов, от бомбардировок. Приходили, принимали всех, кто приходил. Ну, в общем, надо сказать, что община с честью прошла через самые страшные испытания. Тем более, что обстреливали центр города, это совсем рядом с синагогой, в большом зале были выбиты стекла, но все равно все харьковчане, где бы они ни были, стараются помочь нашей общине всем, чем только можно. И особо хочется отметить тех людей, которые остались в Харькове и проделали этот колоссальный труд, и продолжают трудиться, и продолжают работать для того, чтобы помочь харьковчанам. Через Западную Украину, через Будапешт. Ну, когда уже оказался в Гамбурге, сразу контакт с главным раввином Гамбурга, Рeb Шлоймо Быстрицким, контакт с Гемайндой, которые оказали огромную помощь, потому что иначе ничего бы просто не смогли бы сделать без знания языка. И вообще все совершенно другое, другие законы, другие порядки.
Ну, потому что, в общем-то, наш раввин связался с раб Шломо Быстрицким. Он посоветовал, выехали из Харькова уже попозже, где-то вот на Пурим я уже был в Будапеште. Пробыли 5 дней, а потом поехали в Гамбург, Мгм. на север Германии. Думали ехать в Киль, но раб Шломо Быстрицкий пригласил в Гамбург. Город Кажется. замечательный, замечательная община, очень теплая, очень все приняли как родных. Все, огромная помощь, и все, теплота, чувствуется теплота, которая исходит от людей. Гамбург очень красивый город. Я даже, честно говоря, не ожидал настолько все зеленый, красивый. Ну, в Гамбурге пока хождение по инстанциям, оформление всех документов, Альстер, вот этой окрестности, центр Гамбурга замечательный. Все совершенно другое. Да? Конечно, все совершенно другое. Ну, Харьков, что это? Община – это наша, это семья. Мы все вместе ее строили. Тут просто еще недостаточно хорошо знаю, как тут. Ну, видно, что тоже Но мгм. сплоченная община, организованная. И есть духовный лидер, это чувствуется. Чем отличается? Ну, порядок молитв несколько иной, чем тот, к которому мы привыкли в Харькове. Есть некоторые различия, но в основном все в общем-то, очень Мгм. много общего. Община помогла и с оформлением всех документов, и хождение по инстанциям. Иначе без них без их помощи мы бы ничего не смогли. И помогли сразу же нас, когда приехали в Гамбург, сразу же поселили в гостиницу. Это все связано именно с огромной работой, которую проделывает еврейская община Гамбурга. Все мои мысли в Харькове, как бы ни было хорошо в Гамбурге, все равно я отдал общине почти 30 лет жизни. Болезненно, и хочется, чтобы наконец наступил мир и можно было вернуться в свой город. Скажите, Да, у нас хочу всех поздравить с наступившим Новым годом, хорошего сладкого года, всем мира, благополучия, здоровья. Все. Спасибо вам.